Больше всего на свете Тимоха любил ходить в лес за грибами. Ягоды он тоже собирал, но не очень любил это дело. То ли дело грибы. Ходишь по лесу, наклоняешься, под ветки заглядываешь. И зарядка, и прогулка, и жареха потом вкусная. Однажды он возвращался домой с полной корзинкой грибов. Осталось только овраг перейти и по знакомой тропинке через поле домой. На самой опушке леса сделан был у кого-то технический колодец. То ли егерь позаботился, то ли мелиораторы ливневку оставили. Тимоха не знал. Знал только, что на самой опушке, как раз у оврага, была врыта вертикально в землю широченная бетонная труба. Иногда она была под срез полной воды, иногда до половины. А в самое засушливое время пересыхала полностью. Вот как сейчас, дождей не было давно, некоторые бабки в деревне даже больше 1 ведра воды в день из своих колодцев брать не разрешали. Удивительно было даже, что без дождей грибов в лесу было все равно полным-полно. Тимоха об этом не думал, а только бегал с корзинкой каждый день в лес. Мальчуган вышел на опушку, поставил корзинку, вытер пот со лба. Жарко. Вот эта самая труба в траве виднеется. Интересно, подумал ребенок, есть ли там вода или нет. Он подбежал, присел на корточки и уперся коленками в широкий край бетонной трубы, который возвышался над землей невысоко, всего сантиметров на 20. Осторожно, чтобы не потерять равновесие, мальчик заглянул внутрь. Воды не было совсем. На глубине почти 3 метров было видно песчаное дно колодца. Труба была где-то 2 метра диаметром. С одного бока дно уже обросло мхом, значит, воды не было довольно давно. Вдруг на дне что-то зашевелилось, и мальчик увидел какое-то животное, небольшое, то ли серого, то ли песчаного цвета. Эхом в трубе жалобно раздалось басистое мяуканье, призывное и жалобное. «Кошка», — подумал Тимоха, наверное, бежала по полю за мышью да упала с разбегу. Деревенские кошки часто ходят на поле и ближайший лесок поохотиться за полевками. Животному надо помочь, вдруг со дня на день дожди пойдут, кошка ведь утонет. Мальчишка побежал в деревню, забыв о корзинке с грибами. Сперва он хотел просто спрыгнуть и достать животное, но потом понял, что сам-то не сможет выбраться по отвесной стене. Бегая в дом, Тимоха заголосил, что было мочи. «Бабушка!» Старушка отошла от печи, вытирая руки полотенцем. «Ну чего тебе непоседа?» Она посмотрела на внука, на его большие глаза, разгоряченное от бега лицо, вытерла его краем передника и сказала: «Угомонись, ты будто черта увидал. На-ка, молочка попей». «Некогда», — продолжал возбужденный Тимоха. «Там в колодце кошка упала и вылезти не может. Бабушка, можно я лесенку в сарай возьму?» Бабушка смотрела на внука. «В какой такой колодец-то? А корзинка твоя где?» Тимоха оглянулся по сторонам, будто вспоминая что-то. Тут стукнул себя ладонью в лоб. «Грибы же! Бабуля, я корзинку там забыл. Давай кошку спасем». Мальчик умоляюще посмотрел на бабушку. «В каком колодце-то?» — спрашивала, не отпуская старушка внука. Тимоха махнул рукой в сторону леса. «Да там, в этом, на краю поля, который». «Ох ты, боже мой!» — сплеснула руками бабушка. «Не поможет лестница, она невысокая, а тот колодец глубокий очень. Возьми веревку, привяжи к дереву и вокруг себя. Там спустишься к своей кошке и по веревке вылезешь обратно», — посоветовала бабушка. Тимоха стремглав убежал. Бабушка, улыбаясь, вернулась к своим делам. Хороший растет мальчик, добрый, всем на помощь спешит. Юный спасатель схватил веревку в сарае и помчался к лесу. Животное все еще было в западне. Увидев мальчика, снова стало призывно мяукать. «А как же я ее поднимать буду?» — подумал Тимоха, «она же царапаться будет».
Он смотрелся по сторонам и нашел взглядом свою корзинку с грибами. Недолго думая, мальчик вытряхнул грибы на землю, одел корзинку через плечо и полез в колодец. Внизу было темнее, чем казалось сверху. Тимоха осмотрелся и увидел животное. Серая пятнистая шкурка, а большие желтые глаза смотрели на мальчика. Кошка оказалась крупнее обычной. Мальчик поставил корзинку на дно и протянул руки кошке. Она оскалилась и зашипела, обнажив приличного размера клыки. Тимоха стал с ней ласково разговаривать и, показывая рукой то на корзинку, то наверх, объяснял, что хочет помочь, что не обидит. То ли кошка оказалась слишком умная, то ли мальчик хорошо объяснял, но вскоре кошка встала, подошла к корзинке, обнюхала ее и залезла внутрь. Тимоха заметил, что хвост у кошки какой-то короткий, а шерсть пятнистая, а не полосатая, как у деревенских мурок. На ушах были забавные кисточки. Мальчик снова просунул руку через ручку корзины, сдвинул ее до самого плеча, ухватился за веревку и полез наверх. Кошка оказалась довольно увесистая. Наверху его уже поджидала бабушка, которая подала внуку руку и помогла выбраться. Она же не могла допустить, чтобы мальчик один в лесу лазил по колодцам. Закрыв заслонку у печки, старушка поспешила за внуком. Она хорошо знала, где находился тот колодец, про который он говорил. Тимоха обрадовался, увидев бабушку. Снял с плеча корзинку. «Смотри, бабуль, какая здоровая!» Указал на животное. Кошка смотрела на своих спасителей огромными глазами. Видно было, что животное совсем еще молоденькое. Бабушка только ахнула: «Да это же рысь!» Тимоха аж присел. Животное огляделось по сторонам, щурясь от яркого дневного света. Очень медленно вылезла из корзины, крадясь, сделала пару шагов. Мальчик с бабушкой успели в это время разглядеть необычное белое пятно на затылке, между ушей, как будто седая прядь, как метка какая. Рысь, не оборачиваясь, рванула в лес. Только ее и видали. Тимоха присвистнул ей вслед. Бабушка перевернула пустую корзинку, нарочито потряслась, смеясь. Глядя на внука, сказала: «Где же грибы-то, спасатель?» Тимоха обернулся и показал бабушке на горку отборных крупных грибочков возле березки. «Ух ты, какой молодец!» — похвалила бабушка внука. Они собрали грибы в корзинку и пошли по тропинке к оврагу через поле и домой. Когда наступила зима, Тимоха тоже был завсегдатаем в лесу, чаще на лыжах, а иногда и просто пешком пробираясь по сугробам. Он любил съехать на пузе через занос, уткнуться носом в снежную кочку, разгрести ее руками и рассматривать прошлогоднюю траву и листья, которые уже превратились в скелетики. Иногда даже находил спящих букашек. Тогда мальчик закрывал их получше листьями и засыпал снегом. Тот злополучный день погода была просто прекрасная. Светило солнышко, на небе не облачко. Снег искрился и переливался всеми цветами радуги, отражая лазурно-синее небо. Казалось, все просто замерло, не витриночки. Тимоха схватил лыжи и умчался в лес. Он ездил без палок, в лесу они только мешались, если надо было, то придерживался за деревья, выписывая ловкие кульбиты. Он носился по лесу с довольно большой скоростью, иногда даже в ушах посвистывало. Вот и сегодня мальчишка разогнался, что было сил, ухватился рукой за березу, повернул направо, не рассчитав силу разворота, полетел во враг. Тимоха плюхнулся на пятую точку, что-то хрустнуло, и мальчик взвыл от боли. Нога? Он почувствовал, как сломанную ногу стало раздувать прямо на глазах, и ей стало тесно в валенке. Попробовал встать и тут же плюхнулся от боли. Тимоха лежал на спине и думал, как ему теперь добраться до дома. Попробовал на четвереньках, тоже больно ужасно.
Ползком на животе не больно-то далеко продвинешься по рыхлому снегу. Он забивался за шиворот и становилось холодно. Снег щипал и колол кожу. Так он и лежал на спине, глядя в небо, пока не понял, что уже сгущаются сумерки. Тимоха даже не слышал, как кто-то подошел к нему сзади, с затылка. Только вдруг чья-то большая голова закрыла почти все небо и стала нюхать его щеки и нос, щекоча маленькими усиками. Мальчик подумал, может, чья-то собака и его сейчас найдут. Но собака бы уже давно стала лизать его лицо. На фоне темнеющего неба он четко увидел силуэт круглой головы с острыми ушами, кисточками. Рысь! Это была рысь! Тимоха сел, зверец скачал в сторону, мелькнув белой отметиной на затылке. «Это же моя рысь, которую я спас тогда из колодца!» Мальчик очень изумился. Он протянул к ней руку. Рысь вытянула морду и понюхала шерстяную варежку. Тимоха снова лег на спину. Мягкие пушистые лапы ступали очень осторожно, почти не приминая снег. Поэтому он и не услышал, как рысь подошла. На фоне неба снова появилась круглая голова и обнюхала лицо. Затем мальчик почувствовал, как рысь взялась зубами за капюшон его куртки и потянула. Сначала было тяжело, но потом куртка заледенела, и рысь довольно быстро вытащила его из оврага. Мальчик упирался и отталкивался здоровой ногой, помогая тем самым рыси. Сначала он думал, что она хочет его утащить и съесть, но потом решил, что уж если бы она хотела его съесть, то не тащила бы так далеко. Наконец он услышал, как вдалеке лают собаки. Рысь продолжала его тащить. Мальчик почувствовал запах дыма из печных труб, высвободил капюшон и сел. Деревня была совсем близко. Рысь притащила его к самой дороге и сидела с ним рядом, словно хотела удостовериться, что его найдут. Мальчик слышал голос бабушки, как она звала его. «Тимоша, Тимоша, Тим!» Он понял, что бабушка очень волновалась за все это время. Мальчик набрал воздуха в грудь, что есть мощь, крикнул. «Бабушка, я тут!» Бабушка отозвалась. Рысь прижимала уши, прислушиваясь, но продолжала сидеть рядом. Вскоре бабушка нашла внука. Она посмотрела на большую кошку, сидящую рядом. «Это она меня притащила, бабушка. Я, кажется, ногу сломал», — объяснил Тимоха. Рысь посмотрела на мальчика, на бабушку, как бы удостоверившись, что ребенок спасен, и побежала в лес. Вот такая удивительная история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, конечно же, огромное вам спасибо за ваши добрые, трогательные и душевные комментарии, мы их все обязательно читаем. Всего вам хорошего!